Представьте ситуацию. Вы заходите к дилеру просто прицениться, без особых намерений. Думаете, ну посмотрю, что есть, может быть, к лету обновлю машину. Вам озвучивают цену, и вы ловите себя на мысли, что эта цифра уже не просто большая, она какая-то оторванная от реальности. И самое неприятное, вы понимаете, что через пару месяцев она может стать и еще выше. Вот о чем мы сегодня поговорим. Не про эмоции, не про все пропало, а про конкретные изменения, которые вступают в силу с 1 апреля. И про то, как они меняют рынок автомобилей в России. Причем меняют системно. И что мы можем сделать со всем этим? Если коротко, закрывается одна из последних работающих схем относительно доступного ввоза машин через страны ЕАЭС. Формально никто ничего не повышает. По бумагам никакой сенсации, но по факту для рынка это серьезный поворот. Давайте разбираться спокойно и по пунктам. С 1 апреля изменяется порядок расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввезенных через страны Евразийского экономического союза – Киргизию, Беларусь, Армению, Казахстан. Важно, коэффициенты формально не увеличиваются. Это ключевая деталь. Никто не выходит и не говорит, мы подняли утилизбор в 2 раза. Все выглядит как корректировка методики расчета. Но суть изменений в другом. Если раньше автомобиль, растаможенный, например, в Кыргызстане по более низкой таможенной стоимости, свободно перемещался в Россию без перерасчета этой стоимости по российским правилам, то теперь разницу будут фактически догонять через утилизбор и сопутствующие платежи. Проще говоря, если вы где-то заплатили меньше, чем заплатили бы в России, разницу постараются компенсировать здесь. Это касается таможенной стоимости, НДС, пошлины, расчета утилизационного сбора. Итог – экономия, которая раньше делала параллельный импорт через страны ЕАЭС привлекательным, существенно сокращается или вовсе исчезает. Кстати, разбор конкретных расчетов, сколько добавится к цене на популярных моделях, я выложил в Телеграме. Там есть примеры до и после, чтобы вы понимали реальные цифры. Чтобы понять масштаб последствий, нужно вспомнить, почему эта схема вообще стала популярной. После ухода ряда официальных производителей и ограничения привычных каналов поставок, возникла новая реальность. Прямой импорт стал сложнее, дороже из-за регулирования. При этом страны ЕАЭС оставались частью общего таможенного пространства. То есть автомобиль, растаможенный в одной из этих стран, можно было легально привезти в Россию. А дальше вступала в игру разница в практике определения таможенной стоимости. Где-то автомобиль оценивали ближе к фактической цене сделки. Где-то использовали другие подходы к базе расчета, где-то банально не закручивали гайки так жестко. В результате на некоторых моделях экономия могла составлять сотни тысяч рублей, на дорогих автомобилях миллионы. Рынок быстро адаптировался. Появились отлаженные цепочки поставок, логистика перестроилась, компании и дилеры начали работать через соседние страны, частники тоже освоили этот механизм. Это не была подпольная история, это был легальный инструмент, встроенный в действующую структуру Союза. Теперь логика становится следующей. Государство стремится выровнять фискальную нагрузку вне зависимости от страны первичного оформления. То есть неважно, где вы растаможили машину. В итоге вы должны заплатить столько же, сколько заплатили бы, если бы ввезли ее напрямую в Россию. Для бюджета решение идеальное, для рынка болезненное. Потому что параллельный импорт через ЕАЭС был не просто схемой, он был фактором конкуренции. Он создавал альтернативу официальным каналам, даже если они формально существуют. Когда альтернативы меньше, ценовой диапазон сжимается. А если учитывать, что импортные автомобили уже находятся в высокой ценовой категории, сокращение вариантов неизбежно ведет к удорожанию. Кого это заденет в первую очередь? Первое – покупателей новых иномарок среднего и выше среднего сегмента. Именно они чаще всего пользовались каналами ввоза через Киргизию и Казахстан. Второе – импортеров, работающих на небольших объемах. Их маржинальность держалась в разнице в расчетах.
Третье – покупателей автомобилей до 3-5 лет, потому что именно свежие машины чаще всего завозились под конкретный заказ. На бюджетном сегменте эффект тоже будет, но там картина сложнее. Часть моделей локализована, часть уже перешла в другие категории ценообразования. Отдельная тема – моторы до 160 лошадиных сил. Почему это важно? Потому что на сегодняшний день именно эта категория остается относительным островком более мягкой фискальной нагрузки. Многие двухлитровые двигатели специально дефорсированы до 149-150 лошадиных сил, чтобы не попадать под повышенные коэффициенты. Эти версии стали массово завозиться как раз благодаря экономике параллельного импорта. Логичный вопрос: станет ли следующей целью пересмотра именно этот сегмент? Официальных заявлений нет. Но если смотреть на динамику последних лет, стратегия просматривается. Постепенно устраняют ценовые перекосы и закрывают точки оптимизации. В Телеграме я отдельно разберу, когда полностью закроют льготный утильсбор. Если вам это актуально, переходите по ссылке в описании. А сегмент до 160 лошадиных сил – это сейчас фактически последний массовый коридор с более-менее контролируемыми цифрами. Теперь самое практичное. Цены будут расти. Не одновременно по всей стране, не завтра утром, но тренд уже задан. Сценарий выглядит так. Сначала подорожают машины, которые возятся по новым правилам, затем продавцы скорректируют цены на остатки. Дальше вторичный рынок подтянется вслед за новыми, потому что вторичка всегда живет в привязке к первичному рынку. Если новая машина стала дороже на миллион, 2- или 3-летняя автоматически подрастает. Это не теория, это базовая рыночная логика. Еще одна зона риска – автомобилей на учете стран ЕАЭС, уже эксплуатируемые в России. Многие покупали такие машины, рассчитывая ездить на них в рамках правил Союза. Но есть важный нюанс. Российский гражданин, постоянно проживающий в России, обязан поставить машину на российский учет в течение 10 дней после ввоза, если она используется на постоянной основе. И практика контроля постепенно усиливается. Проверки стали более системными. Базы объединяются. Инспекторы все чаще интересуются сроками ввоза и фактическим местом эксплуатации. Массовых изъятий нет. Паники тоже нет, но тренд ужесточения контроля очевиден. Если раньше это выглядело как серая зона с минимальным вниманием, то сейчас внимание постепенно нарастает. Мы живем в новой психологической реальности автомобильного рынка. Раньше покупка машины была плановым, но относительно понятным шагом. Сейчас благодаря АвтоВАЗу и государству это инвестиционное решение. Человек задает себе вопросы. Не изменится ли правило через 3 месяца? Не придется ли доплачивать? Не окажется ли машина проблемной при постановке на учет? Сохранит ли она ликвидность? И этот фактор неопределенности сам по себе охлаждает спрос. Часть людей откладывают покупку, часть уходит в более старый сегмент, часть выбирает компромиссные варианты. Результат старения автопарка, а это уже долгосрочная тенденция. Официальная логика понятна. Пополнение бюджета за наш счет, защита интересов АвтоВАЗа, поддержка локализации китайцев, выравнивание фискальной нагрузки. В теории, когда импорт становится дороже, локальные производители получают преимущество, но есть нюанс. Если рост цен превышает платежеспособность потребителя, рынок не перераспределяется, он просто сокращается. Человек не переходит с импортной машины на отечественную автоматически. Иногда он просто остается на старой, и тогда падают объемы продаж в целом. А уменьшение объемов – это уже проблема не только для покупателей, но и для самого рынка. Когда легальные каналы становятся дорогими и сложными, растет риск ухода части операций в серую зону. Это может проявляться в машинах с проблемной историей, двойниках, перебитых ВИН-номерах, сомнительных схемах перепродаж, занижении реальной стоимости в договорах. И здесь особенно важно быть внимательными. Что делать покупателю? Первое – убрать эмоции. Не нужно скупать все подряд до 1 апреля.
Это редко заканчивается хорошо. Но и жить с иллюзией, что все вернется к прежним условиям, тоже не стоит. Если вы планируете покупку, считайте полную экономику владения. Проверяйте историю машины максимально тщательно. Работайте с юристами или опытными брокерами. Уточняйте актуальный порядок расчетов перед оплатой. Сейчас ошибка стоит дороже, чем раньше. Мы наблюдаем не разовую акцию, а системную стратегию. Последние годы показывают один вектор – закрытие оптимизации, выравнивание условий, ужесточение администрирования, повтор цикла. Это не эмоциональная оценка, это последовательность принятых решений. В такой среде автомобиль снова становится стратегической покупкой. Не обновление потому что хочется, а замена потому что нужно. И именно это отличает сегодняшний рынок от рынка пятилетней давности. В Телеграме я выкладываю цитаты, цифры и документы от Минпромторга по этому вопросу. Если хотите видеть картину целиком без цензуры, подписывайтесь. Тут не все могу говорить. С 1 апреля не произойдет катастрофы за одну ночь. Салоны не закроются, машины не исчезнут, рынок не обвалится. Но изменится баланс. Параллельный импорт через ЕАЭС станет менее выгодным. Импортные автомобили дороже, неопределенность выше. И это постепенно будет влиять на все сегменты. От новых кроссоверов до вторичного рынка десятилетних седанов. Поэтому главное сейчас информированность. Тот, кто понимает правила игры, адаптируется быстрее. Кто действует вслепую, рискует больше. Автомобильный рынок больше не про спонтанность, он про расчет. И чем сложнее формулы в постановлениях, тем внимательнее нужно считать собственные деньги. Вот в такой точке мы находимся сейчас. Если коротко, рынок меняется. И это изменение уже не временное, а структурное. А дальше многое будет зависеть от того, какие аппетиты у дилеров, отечественных производителей и государства, и сколько покупателей смогут противостоять им. АвтоВАЗ спешно снизил план продаж на 15% до 20 тысяч машин в феврале, но даже так не сможет его выполнить, заявил глава компании Максим Соколов. Люди не покупают «Лады». Даже увеличили максимальный срок кредита на покупку новых автомобилей «Лада» по фирменным программам с 7 до 10 лет по 20% годовых, но результата тоже не дало, как и попытки заставить таксистов и каршеринг покупать только «Лады». Кстати, вот глава Минпромторга Антон Алиханов говорил перед первым повышением утилизационного сбора, что якобы доходы от утильсбора пойдут на создание единой модульной платформы для автомобилей. Но на днях он заявил в Госдуме, что российские власти вынуждены отказаться от проекта единой модульной платформы. Так куда идут деньги от утильсбора? Напишите в комментариях. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм-каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании. Ну и шутка на прощание. На работе начальство выделило премии мужчинам на 23 февраля, чтобы мы сами купили себе то, чего больше всего хотелось. Я этими деньгами закрыл задолженность по ЖКХ. С Днем Защитника Отечества Водоканал, Электросети, Фонд капитального ремонта и прочие кровососы, блин.